Наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание 7 мая. Поговорим о народных приметах, поговорим о том, что ни в коем случае нельзя делать в этот день. Далее более подробно все в этом видео. Итак, друзья, 7 мая отмечается народно-христианский праздник День Евсея. А вот в церкви и верующие чествуют икону Божьей Матери «Живоносный источник». В этот день людей притягивало к земле, и это был последний день, когда наши предки знали, что нужно было закончить посев овса. У Евсея отсюда и прозвище. После того, как сегодня сеяли овес, то холодные дни с ночными заморозками наблюдались еще 12 дней. В этот день народ зажигал костер, и считалось, что чем больше он будет, тем счастливее и удачливее будет следующий год. Наши предки пели песни, играли на музыкальных инструментах и водили хороводы. Овес засевали в определенный период. Не влияла на него погода и состояние почвы. По природе можно было выяснить, хороший ли будет период. Поэтому если с ивы летит пух и появились крылатые муравьи, начинает распускаться береза, значит, овес сеять можно. По народным приметам можно было и о многом узнать. Так несколько дней будут дождливыми, если небо желтеет на заре. Сорняки замучают, если посеять рожь в дождь. Дождей можно не ждать в ближайшее время, если вечером заря желтым цветом отливает. К дождю будут и белые венчики вокруг звезд или черные. К грозе лучи солнца будут темнеть. К сильной грозе, порывистому ветру над горизонтом повиснут и низко облака, края которых имеют четкое очертание. На мокрое лето в мае будут наблюдать и частые туманы. Не рекомендуется 7 мая назначать важные сделки, переговоры или подписывать соглашения, потому что все может обрушиться и не сбыться так, как вам этого хотелось. Поэтому перенесите важное решение на другой, более подходящий день. Займитесь в субботу чем-то расслабляющим, оторвитесь от работы и оставьте время для себя. Хорошо будет провести время в многолюдном месте. Можно отправиться на концерт, например, любимого исполнителя, или в ресторан, который только открылся и завоевал сердца многих, или на выставку известного художника и так далее. Список должен быть большим, просто чтобы вы понимали, какое направление сегодня вам больше подойдет. Отдайтесь сегодня своим эмоциям, не бойтесь смеяться до боли пресса, даже если вас окружают и мало знакомые люди. Вы отдыхаете и наполняетесь чем-то новым, что-то очень вам к лицу. Сегодня ваше психологическое состояние заслуживает особого внимания. Отнеситесь к этому серьезно. Эмоциональные перегрузки могут негативно сказаться на вашем самочувствии, не только душевном, но и физическом. Устройте себе загородную прогулку, солнце и свежий воздух сделают свое дело, и вы обретете потерянное внутреннее равновесие. Запрещено в этот день поднимать что-то из земли. Особенно считается это касательно денег, украшений, потому что таким образом вы можете навлечь беду на себя и на свое будущее. И вообще, такую привычку стоит вырабатывать и не поднимать вообще ничего с земли. Только если это впереди идущий человек, и вы заметили, что именно он выронил эту вещь. Тогда можно, даже нужно помочь и сообщить о потере или крикнуть, например, вдогонку. Женщинам в этот день стоит спокойнее относиться к своим вторым половинкам. Не следует их ревновать по пустякам. Есть вероятность, что ваши страхи и опасения могут вскоре осуществиться. Приглядитесь и подумайте, а тот ли человек рядом с вами, которого вы ждете и какой вам нужен. Постарайтесь сегодня не ошибиться, сделав поспешные выводы. Сегодня не исключены романтические встречи и увлечения. Счастливые глаза любимых вдохновят вас на новые подвиги. Сегодня не стоит много говорить вашему любимому человеку о том, что он вам дорог и как вы его любите.
Лучше докажите это делом или хотя бы взглядами, прикосновениями и объятиями. Они вместе означают куда больше, чем самые страстные слова. Романтическое настроение делает вас сегодня чувствительными и влиятельными. Вам легко потеряться в чувствах, и вы хотите чувствовать себя комфортно со своим партнером. Постарайтесь найти время, чтобы помечтать вдвоем наедине или насладиться совместным отдыхом на природе. Не разочаруют вас сегодня и романтические свидания. Вы найдете способ увидеть любимого человека. Не отмахивайтесь сегодня и от комплиментов, вы их заслужили. Если будете продолжать в том же духе, то сможете заслужить еще больших, правда рискуете при этом утомиться. Ваши отношения значительно улучшаются изо дня в день, и они будут основаны не столько на притяжении и страсти, сколько на уважении и в сходстве интересов. Сегодня лучше исключить любые алкогольные напитки, потому что наши предки говорили, что тот, кто сегодня будет пить, тот вскоре будет бит. Если желания получить нет, то субботний вечер обязательно можно скрасить какими-то вкуснястостями. Обычное пиво можно заменить на вкусные орешки, которые несут больше полезности для вашего организма. Сегодня очень полезно заняться домашними делами. Благодаря им к вам возвращается душевное равновесие. Сегодня очень эффективны для вас будут занятия спортом и оздоровительными процедурами. Любые водные процедуры не только окажут общеукрепляющее действие на организм, но и позволят ощутить прилив сил. Подходит день не для того, чтобы заниматься тяжелым физическим трудом. Он очень подходит для оздоровительных мероприятий и оздоровительных процедур. Они быстро дают нужный эффект. Сны в этот вечер для вас будут показательными и научат вас чему-то хорошему. Вы сможете увидеть все свои плохие качества и избавиться от них, чтобы удача вам улыбнулась. Также не стоит принимать это как шутки, только серьезные намерения и труд смогут изменить вашу дальнейшую жизнь. После пробуждения нужно действовать сразу и не откладывать. А именинники 7 мая отмечают Алексей, Евсей, Елизавета, Леонтий, Станислав, Сава и Фома. Также обращаем ваше внимание, что в этот день наши предки праздновали пролетье, то есть праздник наступления лета и ухода зимы. Поэтому в этот день проводились обряды, которые помогали природе пробудиться. Славилась мать богов Майя Златовласка, в честь которой зажигали священный огонь как знак того, что пришли летние дни. Конечно же, в этот день наши предки проводили в забавах хороводы, игры, песни и пляски. И на людей к окончанию первой недели мая нападала маята, то есть человек испытывал тяжесть и отсутствие сил. Так гласят поверья, поэтому вернуть бодрость и легкость поможет вам умывание святой водой и молитва к святой Елизавете, которая покровительствует этому дню. К слову, девушки сегодня вечером могут погадать. Например, на Руси часто гадали на пшеничных зернах. Брали горсть пшеницы в левую ладонь, сыпали на стол и считали. Если количество зерен четное, то желание обязательно сбудется. Не стоит в этот день игнорировать или вовсе обижать бедняков. Угостите их блинами и киселем, и тогда добро обернется вам добром. Также сегодняшний день начинайте с чая, с кофе или с другого напитка. После того, как проснулись, налейте себе с освященной водички и умойтесь водой. Эта нехитрая практика привлечет к вам в дом позитивные эмоции и подарит вам энергию на целый год. Также обращаем внимание, что запрещается 7 мая ложиться спать на использованное ранее постельное белье. Его необходимо выстирать и хорошо прогладить. В мятом и грязном постельном белье может поселиться темная энергия, и в жизни человека она принесет, к сожалению, много неприятностей. Также обращаем ваше внимание, что все, что 7 мая будет лежать на земле, ни в коем случае не поднимайте, и уж тем более деньги, иначе ждите финансовых трудностей. Также постараться нужно избежать и любого негатива 7 мая, будь то ревность или даже просто плохие мысли о ком-то. Желание, возможно, отомстить или навредить. Знайте, что зло
Задуманное в этот день обязательно к вам вернется, и при этом очень скоро. Ну а далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 7 мая 2022 года. Друзья, по лунному календарю нас с вами ожидают 7 и 8 лунные сутки. Растущая луна в знаке зодиака Лев. Вы знаете, сегодняшний день один из самых удачных для работы и бизнеса. Хотя следует отметить, что в какой-то степени и провокационный день. Сегодня можно буквально свернуть горы. Слова как никогда приобретают сегодня магическую силу. Также сегодня окружающая природа очень чутко откликается на каждое слово, даже случайно оброненное. Возможно, что все сказанное притворится в жизнь, и хорошее, и плохое, а все пожелания вслух себе и окружающим осуществляться. Помните, что зло сегодня особенно наказуемо, поэтому употребляйте слова и выражения осторожно. Сказанное дурное пожелание непременно вернется бумерангом. Считается, что сегодня удача сопутствует мудрым и справедливым людям. Также этот день является энергетическим пиком, наивысшей точкой развития, эволюции и самосовершенствования. Поэтому, если сосредоточиться, то можно почувствовать небывалый подъем всех своих душевных и физических сил. И теперь главное мудро реализовать их, направить всю энергию на созидание фундамента, той основы, которую можно будет ощутить под ногами в самые трудные моменты. Пора воплотить в жизнь хороший какой-то проект, давно задуманное дело, на которое раньше просто вам не хватало ни сил, ни решимости. Также обращаем ваше внимание, что сегодняшний день активный и удачный для всех честных и порядочных людей. День хороший для новых приобретений. Та же покупка, сделанная сегодня, принесет вам радость и удовлетворение. Более того, вполне вероятно, что ваша сегодняшняя молитва будет услышана. Во второй половине дня особенно необходима будет собранность, организованность, ответственность, чтобы усилия первой половины дня не пошли прахом. Что же касательно стрижки, то стрижка волос, обращаем ваше внимание, несмотря на то, что Луна входит в растущую фазу и стриженные волосы быстро отрастут, делать все-таки стрижку в этот день не рекомендуется. Вашей внешности ничего не грозит, но здоровье может быть ослаблено. С другой стороны, эта процедура поможет раскрыть в себе интуицию или увидеть вещий сон. Что же касательно окраски волос, то окраска волос повысит вашу притягательность. И сегодня лучшим решением будет порадовать себя и своего мужчину легкими завитыми локонами. Вы удивитесь, но именно кудрявые волосы принесут вам сегодня удачу, повысят стрессоустойчивость и увеличат количество энергии. Это усилит даже энергетику природы. Также в этот день опасно обманывать, лукавить, потому что ложь сегодня обладает большой разрушительной силой. Нельзя сегодня произносить грязных слов. Не стоит также бить посуду, рвать бумагу, какие бы то ни было письма. Увиденный сегодня во сне боевой петух – это знак возможной близкой беды для человека или его близких. Вот, друзья, у нас сегодня такой вот будет 7 мая по народным приметам и по лунному календарю. С вами, как всегда, друзья, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно подписывайтесь и на наш телеграм-канал. Ссылка на телеграм-канал, друзья, в описании к этому видео. Также обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое на интуитивном уровне вам больше интересно, и смотрите, там много полезной для вас информации.